Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня я продолжу знакомить вас с миром английского футбола. Я приехал в графство Ланкашир, в Бернли. У меня за спиной Turf Moor, где сегодня футбольный клуб Бернли в рамках очередного тура премьер-лиги сыграет не с кем-нибудь, а с Манчестер Сити. В случае победы Ман-Сити выходит на чистое первое место в таблице, так что, я думаю, битва на поле будет то, что надо. Вы же тоже заранее наставите на самый позитивный лад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, пишите комментарии. Все это помогает продвижению моего контента и развитию канала. Ну и погнали. Нас ждет Бернли, Манчестер Сити. Будет интересно. Одной из достопримечательностей города является паб, сверхпопулярный среди болельщиков Бернли. Речь, конечно же, о The Royal Dyche. Не часто встречается паб, названный в честь главного тренера команды. Если вдруг вы не в курсе, под предводительством Шона Дайча Кларетовы дважды выходили в премьер-лигу. Шон Дайч уже давно покинул команду, но в Бернли его любят и по сей день. И, конечно, не зайти в такой паб я не мог. Пинта каскового эля стоит здесь всего лишь 3 фунта. Именно с нее я и предлагаю начать знакомство с футбольной частью Бернли под надзором того самого Шона Дайча. Всем cheers! Перед стадионом традиционно торгуют мерчом. Есть шарфы, шапки, есть огромное количество значков. Пины идут 3 фунта за штуку, 3 за 7,5. Огромное количество разных посвященных Бернли. Есть и значки со всего остального мира. Вот, например, вообще Динамо Москва. И такое здесь продается. Наполи, Рейнджерс, ну, прям абсолютно все. Барселона, Интер и даже Эпсвит Юнайтед на месте. Хороший выбор, ничего не скажешь. Чуть дальше можно встретить уже и палатку с официальным мерчом Бернли, но с этими целями я, конечно же, сейчас пойду в полноценный магазин, который находится где-то вот там, на углу стадиона. Ну и вот перед нами Turf Moor. Помимо мерча перед стадионом торгуют стритфудом. Более того, здесь есть и паб со своей фан-зоной. Это, чтобы вы понимали, все примерно в 5 минутах ходьбы от The Royal Dyche. Но здесь тоже есть где посидеть, попить, поесть. The Park View. Очень даже такое приятное место. Ну, а прямо напротив него находится The Claret Store, официальный магазин футбольного клуба Бернли. И туда я сейчас и предлагаю пойти. Магазин встречает нас, конечно же, распродажей футболок. Домашние от Касторы сейчас стоят вместо 60 фунтов 30, гостевые и вовсе 24. Ну, конец сезона, сейчас у всех клубов такая ситуация. Есть и детские комплекты, и взрослые. Количество шапок значительно превосходит количество кепок здесь. Ну, видимо, все-таки таковы климатические условия в Бернли, и вот такая теплая зимняя одежда куда более актуальна здесь, нежели бейсболки. По нам вообще не наблюдаю, кстати. Может быть, еще где-то найдутся. Есть аксессуары для гольфа. Есть даже одежда для гольфа от Кастора. Ну, Кастора, в принципе, они любят делать мерч для вот таких видов спорта. Уголок дартса тоже, пожалуйста. Кларетс, дартс. Собственно, такие доски здесь тоже продаются с логотипом Бернли. Сумки, рюкзаки,
Прочая одежда, очень приятные худи от Кастора. Ну вот у Кастора очень классно вообще вот по качеству толстовки. Цены непонятны, но это вполне уже привычная ситуация. Ну вот есть много приятных принтов. Пожалуйста, вот такие худи с логотипом команды. С олдскульным логотипом команды, на секундочку. Конечно же, есть и ретро-уголок, мой любимый. 50 фунтов стоят вот такие футболки Бернли. Не знаю, какой сезон, но смотрятся очень приятно по олдскульному. Такие стильные футболки по 30 фунтов. Просто такая лаконичная вышивка BFC, Burnley Football Club. Есть уголок каких-то стильных коллабов с Travis Matthew. Честно, не знаю, что за бренд, но дизайн in California. Бейсболки вместо 40 фунтов идут за 24. Есть такие футболки, которые тоже вместо 40 фунтов идут за 25. Ну, кстати, смотрится очень даже достойно. Но вообще какого-то вот прям такого особого стиля здесь не так уж и много. Есть маскоты, медведи, пчелки, динозавры. Возле кассы есть немного и сувенирки. Конечно же, пины с логотипом команды идут по 4 фунта. Есть брелоки, бейдж-киперы, даже шоколадки Burnley FC есть. В общем и целом, как по мне, магазин для клуба премьер-лиги очень даже небольшой, но пины есть, и уже на этом спасибо. Здесь я себе его и возьму на память о визите на Turf. Возле домашней заворотной трибуны здесь даже устроили мемориал памяти умершим болельщикам Бернли. Home. Джимми МакИлрой стенд прямо рядом с этим мемориалом. За полчаса до матча здесь довольно пустынно, но вот что обращает на себя внимание, заказывать нужно на терминалах. Допустим, причем можно заказать, либо чтобы сейчас что-то купить, либо на перерыв. Что здесь есть? Итальянская Анджело Паретти, Эштрея Дам и есть Сидр Сомерсби. Ну, допустим, пинта Анджело Паретти стоит 6,10. Ну, в общем и целом, нормальная цена. Что по еде? Можно купить хот-доги, есть несколько видов пирогов, картошка с мясом, чикен-карри, мясо с луком и сыр с луком. Ну, мне кажется, мясо с луком – это мой вариант, стоит 5 фунтов. Все максимально удобно, я вам скажу. Посмотрим, насколько удобно будет это забирать в перерыве. Потому что, я думаю, там уже народу будет значительно больше. И, я надеюсь, как раз благодаря этой системе никакого хаоса, никаких затупов, задержек не будет. Стартовый свисток. И единственные звуки, которые было слышно, это Come On City. Оттуда, откуда-то с гостевого сектора. Фанаты Бернли молчат. Ну, кстати, Сити слышно очень хорошо по первым минутам. Прям очень громко заряжают, поют. А Бернли вообще, они присутствуют на стадионе, но именно что присутствуют. Ни одного чанта, не было даже гимна перед матчем. Это, конечно, вообще удивительная ситуация. Пять минут, 1-0 в пользу Сити. Халланд выбежал 1 на 1 и без проблем открыл счет на радость вот тем вот ребятам. Все просто, все легко.
Стадион Turf Moor открылся в 1883 году. Да, 1883 году. И с момента своего открытия он является домом для Бернли. На данный момент он вмещает чуть-чуть менее 22 тысяч зрителей. И при том, что он практически всегда забивается под завязку, это удивительно, конечно. Чтобы вы понимали, население Бернли около 80 тысяч человек. То есть получается, что на каждый матч приходит около четверти города. Такого, мне кажется, нету больше нигде в Англии, а вот в Бернли есть. Стадион очень приятный, вокруг я уже вам показывал, есть много вариантов хорошо провести время, но атмосферы здесь нету. Ее создают гостевые болельщики, а вот болельщики Бернли, ну ладно, я сейчас сижу на каком-то детском секторе, но нигде не было пока что ни одного заряда, уже отыграли 15 минут, ни до матча, ни по ходу первого тайма никто ничего не пел, не заряжал, здесь абсолютная тишина, и это, конечно, очень печалит. Ну и вот я сказал про почти аншлаги, сегодня, кстати, аншлагом тоже здесь не то чтобы и пахло, очень много пустых мест, что по центру, что на заворотке. Мне кажется, ну, может быть, 18-17 пришло, но не более того. Что удивительно, конечно, Бернли хоть и уже, по-моему, без минуты вылетели из АПЛ, но играют-то как бы с Сити. Парадокс, но благодаря этому мне без проблем удалось попасть сегодня сюда, на Turf Moor. Билет стоил какие-то смешные 36 фунтов по меркам премьер-лиги. Ну, Вест Хэм может такими же ценами порадовать, но и то. Даже на матче с Сити у нас, мне кажется, от полтинника стартует, а вот здесь, пожалуйста, 36. Что, я дождался перерыва, если честно. Первый тайм был то еще зрелище, и в плане футбола довольно уныло. Сити забили дежурный мяч, и как бы все, дальше атаковали, но Бернли встал плотно в оборону. В плане суппорта болельщики Сити звучали хорошо, болельщики Бернли не звучали от слова совсем, поэтому я вот наконец дождался перерыва и побежал за купленным, как вы помните, перед матчем пирогом. Пирог у меня с мясом и луком, и сейчас же посмотрим, что это такое. Вот так он выглядит, довольно плоский, но большой по площади. Начинка, если честно, вот эта начинка выглядит лучше всех других пирогов на стадионах, что я ел за последнее время. Ну, Брайтон оставляем за скобками. Сейчас будем пробовать, надеюсь, что будет вкусно. Что мясо, лук. Да, это вкусно, это не сухо, то, что надо. Честно, зачетный пирог, 5 фунтов на Turf Moor, ну это прям очень хорошо, очень сытно. И мой рекомендацион: будете здесь, берите пирог с мясом и луком. Не знаю, какой он здесь с мясом и картошкой, но мне кажется, он будет суховат. А вот с мясом и луком прям вот топ-нотч. Пока на поле не происходит ровным счетом ничего интересного, можно рассказать историю того, как Бернли обрели свои цвета, как они стали одной из 3 команд в английских лигах, в английских топ-лигах, играющих в Claret and Blue. Дело было в 1910 году. К тому времени команда сменила уже не один вариант цветовой гаммы. Они были синие, сине-белые. Более того, с 1900 по 1910 год они играли вообще в абсолютно зеленых футболках. Но никак успех не приходил, и они решили все-таки, что проблема-то, конечно, именно в цветах, и посмотрели на того, кто был в тот момент успешнее всех. А успешной в тот момент была Астон Вилла. Цвета Астон Вилла знаете какие? Да, Claret and Blue. Поэтому в Бернли решили, а давайте мы тоже станем Claret and Blue, давайте мы возьмем цвета Астон Виллы успешной, и титулы к нам тоже придут. Ну и в общем и целом-то можно сказать, что помогло, сработало. Бернли дважды завоевали титул чемпиона Англии, а также выиграли Кубок страны. Так что, да, действительно, цвета помогли.
Но Сити, конечно, транжирит момент за моментом. Мое почтение. За одну последнюю минуту они должны были забивать 2. Там просто стопроцентные были ситуации, а нет, так и не забили. Последняя секунда матча, угловой у ворот Сити. Даже вратарь пришел сюда. И финальный свисток. 1-0, победа Манчестер Сити. На этой ноте, я думаю, можно прощаться с Turf Moor и заодно с городом Бёрнли и подводить к концу мое мини-путешествие на север Англии. Ну что, если коротко, по сегодняшнему матчу, стадион классный, а вот атмосферы на нем нету от слова совсем. Гости были хороши, фаны Сити громко звучали, отлично гнали свою команду вперед. Ну и команда ответила им взаимностью, подарив победу и подарив первое место в таблице АПЛ. Чем занимались фанаты Бёрнли на стадионе, для меня большущая загадка. Они сюда пришли просто молчать. Нет, конечно, были интересные кадры, которые заставляли улыбнуться и периодически пытались расшевелить публику, но это были просто единичные случаи и, ну, как бы на этом все. В любом случае, я надеюсь, что вам это видео понравилось и вам понравился Turf Moor. Если так, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии, что вы думаете о том, что я сегодня наблюдал. Вся эта активность помогает продвижению моего контента и развитию канала. Ну и до встречи на стадионах Англии и мира. Впереди очень много интересного, не пропустите.